Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. А у меня в моем творческом уголке новый жилец, новый персонаж, такая совушка. Это мне подарила Диана с Таней и с Мишей. Спасибо вам огромное. Здесь был чай Хилтон, но он и сейчас есть, я его потихоньку пью, чай очень классный. Вот. Но вот он был в такой шикарной совушке. Со стразиками. Вообще красота. Ну и я думала, как ее применить, эту совушку. И я решила наливать сюда воду для кисточек. А так будет закрыто и украшение такое. В общем, мне нравится. Не знаю, будет это, как всегда, наверху стоять или внизу, ну вот. А для раскрашивания я выбрала «Мороз и солнце» Ксении Громовой. Я вообще в этом году как-то про нее забыла в декабре, потом вспомнила. Ну, давайте тогда по традиции полистаем, посмотрим, что у меня вообще здесь раскрашено. Не могу сказать, что я от этой раскраски в восторге, вот так, чтобы мне ее хотелось красить и красить, но при этом, когда я раскрашиваю здесь, в целом мне нравится. Вот это еще у меня тут иллюстрация. Ну, это карандаши, сухая пастель, гелевая ручка. Сейчас я так просто боюсь пропустить. А о том, что хочется показать, я, честно говоря, перед началом видео всегда забываю. Ну, заодно и выберу, что пораскрашивать. Хотя нет, ну я в принципе-то выбрала, но мнение я, может быть, и поменяю. Выбрала я вот эту иллюстрацию. Я просто еще хочу потестировать две краски, серебро и зеленую, которые приобрела. С другой стороны, можно сюда и что-то еще подключить. Но, честно, мне что-то прикололо, допустим, красить двумя цветами. Так, вот это фломастеры, которые с блестками. Скорее всего, это Ашан. Ну, то есть у меня, в принципе, тут немного раскрашено. А здесь вот сухая пастель, гелевые ручки. Ну и, наверное, фломастеры, маркеры даже, скорее всего. А воздушные фломастеры из Fix Price. Да, маркеры здесь тоже присутствуют. Вот это, наверное, в феврале было раскрашено того года. Скорее всего. Ну, потому что я обычно декабрь, январь, февраль крашу в зимних. Это мне понравилось, как получилось. То есть, в принципе, вот в этой раскраске как-то все здесь было достаточно осознанно раскрашено, с настроением. Поэтому... А сейчас она мне вообще как-то нравится. В общем, сейчас я еще раз все полистаю и посмотрю, что я здесь хочу раскрасить. Вот у меня есть еще зелененькая раскраска. Там, конечно, и не очень есть иллюстрации, но здесь нормально. Вообще, я так подумала, пусть будет лучше вот эта иллюстрация. Как-то мне больше хочется ее раскрасить. Она, ну, не знаю, в общем, мне под настроение. Поэтому я сейчас достану коробочку с новыми красками. Двумя. Ну, здесь не две, конечно. Я вчера вот выкрасила уже на акварельной бумаге. Конечно, классно серебро выглядит. Прям отлично. Ну и пользуясь тем, что здесь односторонняя иллюстрация, я это дело опробую. Если потребуется еще что-то, то я, конечно же, достану. Сейчас мне потребуется акварельные карандаши Vista Artista. Я думаю, многие поняли, что я буду делать. Вот. Ну, а что? Все как всегда.
совушка меня, конечно, радует. С чего бы начать? А начну я вот здесь. Шапочку не знаю, какого цвета будет. Шарфик я еще тоже не решила. Ну а здесь я буду прям самую-самую малость, едва-едва нажимая на карандаш, вот так обводить. Карандаши, конечно, потрясающие. Я их сначала не оценила. Но вот мне и Оксана говорила, что хорошие они. Хотя уж у Оксаны, да, ну, у меня-то полно канцелярии, а у нее вообще полно, и тоже есть с чем сравнить. Ну и, насколько я знаю, у нее вроде как эти карандаши такие, у нее большой набор, тоже вполне нормально идет. Ну, по крайней мере, как я понимаю. Вот. Они прям хорошо размываются, и нажимать на них не надо. Хотя манделузы я, конечно, больше всего люблю, но вот там их я использую на фон, поэтому... А здесь нужно их хорошо подточить. Конечно, лучше уж эти подточить. Вот. Не в смысле, что мне их не жалко, просто. Ну, как-то я уже... Раньше я могла быть категорична канцелярии, все это плохо и все. А сейчас нет, я сейчас как-то стараюсь найти подход и найти ситуацию, где это будет оптимально использовать. И редко, когда уж какие-то, вот у меня есть парочка таких карандашей, которые я прям категорично относительно них. Вот. В общем, как-то так. Ну, потому что действительно много раскрасок, много канцелярии, и есть с чем сравнить, и есть куда применить, где попробовать. Это, конечно, большой плюс. Потому что если придерживаться минимализма в канцелярии и в раскрасках, что, в общем-то, неплохо, то, конечно, тогда надо прям как-то очень внимательно подходить к выбору канцелярии, взвешивать все за и против. Ну вот. Как-то так. Наверное, еще добавлю сюда немножко синего. Здесь я уже посмелее, потому что пространство побольше. Угу. Так, ну и, пожалуй, я тогда буду размывать. Кисточку. Хотела тут еще обновить кисточку. Она мне, в принципе, нравится. С ней ничего не произошло. Примерно где-то за 2 года. Но хотела обновить, может быть, какую-то побольше купить. Хотя, знаете, для меня вот эта кисточка, она мне нравится. И она для меня такая универсальная, в принципе. То есть, если уж не совсем тонюсенькие какие-то фрагменты, то... мне вполне удобно ее для всего использовать. Поэтому, ну, здесь вот я подправлю. Это, как вы знаете, бывает такое, случается. Я не грызла кисточку, если что. Это вот краска облупляется. Но это можно поправить. Просто как-то... сказать, лениво этим заниматься, потому что, ну, это просто вид портит, как бы, да, на результате это не отражается. Если бы на результате, но вот сейчас пока кажется, как будто ничего не происходит.
на самом деле немножко так размывается. Получается такой нежный оттенок. Я не знаю, может быть, здесь стоило чуть больше добавить. Тем более, не, ну, я думаю, вот отсюда все размоется и будет хорошо. Ну, а потом я уже по контуру, скорее всего, гелевую ручку нанесу вот какую-нибудь. Еще не решила, какую тоже. Ну, скорее всего, тоже серебро или золото, какую-то нежнятинку, чтобы это не выделялось сильно. Мыть, конечно, эту баночку придется очень аккуратно, чтобы ничего не отклеилось. Но мне нравится, что у меня теперь такая красивая вещичка стоит здесь. Ну, тем более, что вообще классный подарок. Ну, а вообще, конечно, я бы, может быть, тоже себе уже задумывалась что-то такое купить. Мне, в принципе, вот эти долгое время устраивали, они у меня сейчас есть, и выбрасывать, безусловно, я их не буду. Баночка мне нравится, вот, ну, для варенья, да, тоже нравится использовать, это классно смотрится. И, ну, мне как-то захотелось чего-то такого уже давно красивенького, потому что уже понятно, что это хобби на долгие годы. То есть вот с 15-го года я раскрашиваю, и мне это нравится все больше и больше. Поэтому в целом, ну и как вы видите, это уже в раскрашивательный канал обернулось, поэтому вполне себе можно окружать такими вещами хорошими. Хотя это, опять же, никак не сказывается на результате, да, то есть можно там, не знаю, угольком нарисовать шедевры самыми дорогими карандашами, просто все портить. Ну, например, это я так. Поэтому дело не в этом, ну, просто чтобы было приятно, красиво. Ну, это все, знаете, настроение. Сейчас вот так, а потом, может быть, я как-то по-другому захочу. Уже сколько раз такое было. Ну-ка, как там водичка? Ну, единственное, да, всей прелести не видно внутри. Хотя на белом тоже будет интересно, когда будет что-то такое яркое. Ну, хорошо смотрится уже даже на камеру. В целом можно приступать к фону, и, наверное, конечно, это будет тоже акварель. Я вот только думаю, стандартно брать голубые, фиолетовые всякие цвета, или, может быть, да, наверное, стандартные, кстати. Вот я сюда сейчас применю краску-то. Краску можно поиспользовать на шарфик, тот же самый. Я еще вчера села, думала, а есть у меня похожие какие-то оттенки. Я подумала, что, по-моему, тоже от Гамма у меня вот этот вот цвет, что они вроде как, смотрите, похожи. Но и в мокром, ну, особенно в сухом, как бы, а так вот в мокром виде они отличаются, да мне кажется, и здесь отличаются. Вот, поэтому вот этот, куда я уже все перепутала, вот этот вот светлей, этот темней. Сейчас что-нибудь придумаем. Наверное, я возьму. Ну, так вот и поэкспериментирую. Хотя по центру будет сложновато. Немножко такого цвета. А потом взять вот этот. И по краю
нанести потемнее. Ну, здесь, да, это не самая лучшая идея. Как бы еще белила не пришлось подключить. Может быть, вот здесь пигмент снять немножко. Лишнее. Неохота мне. Я люблю белила, но в данном случае, мне кажется. Хотя, может быть, и стоит их добавить. Сейчас посмотрим. Или не белила, а, например, вместо белил серебра. О, кстати, классно. Вот так разбавить. Тоже как вариант. Ну и, соответственно, здесь. Ну, тогда, наверное, можно просто одну краску использовать. Тут где-нибудь по краям. Так вот. Еще немножко. Вот. А потом можно взять перламутра и к центру растянуть. Хотя вот надо было смочить. Здесь все значительно лучше. Ладно, сейчас подправим. Надеюсь. Угу. И тогда просто по капельке перламутра. Вот. Вот так хорошо. Здесь по чуть-чуть. Ну, как-то так. Ну вот, одежда готова. А здесь, наверное... ну здесь можно использовать вот этот цвет. Кстати, уже не помню, как он называется. Что-то я не сохранила бумагу. Ну, этикетку. Поэтому я даже не помню, когда я его приобретала. Он какой-то такой с зеленцой тоже. Сейчас я его разнесу. И потом также перламутра добавлю. Ну и славненько. Так. Вот вроде как и потестировали с вами новые цвета. Сразу задействовала. Тут немножко не так свет падает. Я так наклонилась сейчас, чтобы прорисовать. Ну вот. В целом вполне. А птичку можно сделать коричневой. Вот так. Сейчас возьму вот этот цвет. Так. Чисто символически. Тут тогда пусть будет темное крылышко. И тоже перламутр. Пусть она вся такая будет зимняя, новогодняя. Такое яркое пятнышко, тем более здесь в теории тоже. Но лапками, снеговикам я займусь уже потом, в конце. В общем, мне нравится что-то такое снегом припорошенное, такое припыленное. Как-то так. С обратной стороны, конечно, вот так вот все. Надо бы здесь, наверное, подложить какой-то лист. Иначе не очень будет. Вот этот. Это не маркеры, так что не страшно за салфетку.
потому что салфетка мне очень нравится. Ну и нужно достать тогда основную коробку с акварелью, вот эту. Это пока пригодится, эту уберу и поставлю сюда вот эту коробочку. Приступим. Так, с чего начать? Наверное, с того, что все краски необходимые. Ух ты, это что такое? Что-то попало. Я уже думала, что заканчиваться начинает. Дно появилось. Так, кто-то там пишет. Ну ладно. Вот я еще хочу вот это. Теперь можно приступать. Угу. Буду так все, что мне нравится, соединять. Люблю делать такие фоны. Это интересно. И мне нравится сочетать вот эти и прозрачные, и непрозрачные. Вот эта краска мне особенно розовая нравится. Угу. Пощедрей. И это красивое. Но вообще мне хочется сейчас достать еще одну коробочку. Там тоже, по-моему, интересные оттенки. Что бы взять-то такое? От души так. Ну, в общем, как-то так получается. Вот это мне нужно или нет? Ну, кстати, здесь она неплохо смотрится, пусть будет. Кстати, да. Отлично. Вот. Здесь бы только вот сейчас все удалось размыть. Это называется, села снять влог и взяла такую простенькую иллюстрацию, чтобы надолго не растягивать. Ну, я и не скажу, что оно сложное, но объемное. Тут придется посидеть. Потому что вот именно бумага, поскольку прям впитывает в себя акварель, то проблемка. Нет, возьму уже тогда хотя бы вот эту на контрасте. Вот эти моменты, конечно, раздражают. Белила у меня еще одни в запасе есть, как вы видели. Розовая краска заканчивается.
Ну, это поскольку гамма, то в старой мастерной, наверное, там тоже есть. Это лицей. Поэтому я думаю, что проблем не будет. Даже вот это похоже немножко. И вот эта краска розовая, она шикарно с желтым сочетается, особенно с таким насыщенным цветом. Так, тут уже в кадр не помещается все. Да, надо как-то пигменты добавить вот сюда. Ну, видимо, сверху пойдет еще перламутр точно. Ну, не серебро, а просто возьму какой-нибудь из луча. От луча, точнее. Потому что косяки все равно будут. Потому что, видимо, здесь акварелью хорошо красить вот беспроблемно небольшие пространства. Так. Ну вот. Дело движется. Ладно, если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и заходите в Инстаграм 3семерки, Рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю всего самого наилучшего. Всем пока-пока.